Привет, друзья! Сегодня на кухне будет по-настоящему вкусно. Мы отправимся в Болгарию, не покидая дома. Я вам покажу, как приготовить простое и интересное блюдо под названием миш-маш. Оно очень вкусное, ароматное и полезное. И самое главное, оно идеально подходит для завтрака. Так что, как всегда, следите за руками, а мы поехали готовить вкусняшку! Миш-маш хорош тем, что все продукты для него самые простые и доступные. Я уверена, что почти у каждого они дома уже есть. Ничего экзотического, все по-домашнему. Первое, с чего нам нужно начать, это подготовка наших томатов. Нам нужно сделать вот так в попке вот такие разрезики, вид хреста. И положить их в тазики. И нам нужно их залить горячей водой. Таким образом, наша шкура очень легко отойдет от помидора. А пока они отстаиваются, нам нужно нарезать одну луковицу. На полукольце я взяла красный лук. Наш лук уже готов. Посмотрите, какие полукольца у нас получились. Они не супер тонкие, и не нужно их делать супер тонкими, потому что при обжарке они станут со сожалением как сопли. Теперь нам нужно нарезать соломкой 2 перчика. В Болгарии очень любят перцев, понятно почему, потому что это один из продуктов, который выращивается в больших количествах в Болгарии. Я взяла зеленый перчик и один вот такой красный. Если вы любите желтый, можете взять желтый, будет очень вкусно тоже. И солнечное. Все, нарезаем его соломкой. Сначала вот так убираем сердцевину. Нам семечки не нужны в никаком случае. И вот этой части мы тоже забираем, конечно же, забираем. Вот, у меня тут чуть-чуть семечки получились, мы их вот так и убираем. То же самое мы делаем и с нашего зелененького перчика. Так, с пальчиками, хоп, и убрали все семечки. Если мы не убрали, вот так похлопаем и все. Разрезаем на 2 части. И нарезаем тоже полукольцами, только тоже не тоненько. Вот какая у нас нарезка получилась. Посмотрите, какие соломинки получились. Они не очень тонкие, они где-то по полсантиметра толщиной. Пока наши помидоры еще чилят, мы уже подготавливаем блюдо. Отправляем маслечко на сковородке. Обычное, и обжариваем наш лук и наш перчик. Пока наши овощи обжариваются, мы уже будем подготавливать наш томат. Смотрите, насколько легко снимается его кожица. Просто я еле-еле дотрагиваюсь, и она просто отходит. Так должно получиться и у вас. Разрезаем на 2 части. Убираем вот эту часть, она нам не нужна. И нарезаем вот такими кубиками, не маленькими. Наш помидор уже нарезанный. Вот такие кубики у нас получились. Они не маленькие, что-то средненькое, скажем так. И нам нужно тоже отправить к нашими овощами и их обжарить. Мы обжариваем до состояния эль денте. Скажем так, они снаружи готовы, но внутри они слегка, остается у них такая хрустящая ноточка. Все, жарим. Наши овощи уже обжарились, поэтому пора добавлять яиц. Добавляем наши яйца. Быстренько. Второе пошло. Не теряем время. И быстренько начинаем мешать, пока наши яйца не приготовятся. Наш миш-маш почти готов. Отправляем его в тарелочки. Сверху нам нужна брынза. Если у вас ее нету, вы можете взять ее, заменить с греческой фетой. Нам нужно вот тут сверху вот так ее покрушить. Вот так.
После этого мы берем зеленый лучок и тоже вот так сверху красивенько посыпаем. Для более такой ресторанного вида, для более красивой подачи нам нужны вот такие перышки зеленого лука. Мы их разместим вот так в центре. Ну, дома, но нужно тоже стараться красиво подавать даже дома наше блюдо. Тогда у нас аппетит более разыгрывается. И у меня такие есть стручки. Вот так мы их повесим где-то, как-то. Все, наш мишмаш готов. Наш мишмаш готов. Ребята, это блюдо очень популярно в Болгарии в такой весенний период, особенно еще летом популярный, потому что оно легкое, готовится очень быстро, и оно очень ароматное и вкусное. И тут ничего вредного нету. Ну давайте мы сейчас его и попробуем. И это не омлет, это блюдо. Так, берем с брынзой сверху. Очень вкусно, очень ароматное. Перчик, лук, брынза, томаты. Реально очень-очень вкусно. Поэтому, если вы спешите, например, на работу, у вас нет много времени, а вы хотите вкусно покушать, то обязательно его приготовьте, вы не пожалеете. Если вам понравилось сегодняшнее блюдо, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!